Всем привет! В этом видео я покажу вам, как легко избавиться от водяного знака на фотографии с помощью двух простых способов. Мы будем использовать возможности функции заливки с учетом содержимого, а также базовые инструменты точечная восстанавливающая кисть и восстанавливающая кисть. Создаем дубликат слоя с помощью комбинации клавиш Ctrl или Command плюс J, а также создаем новый пустой слой. Берем инструмент кисть, я буду для удобства использовать кисть красного цвета. И на пустом слое начинаем проводить кистью по нашему водяному знаку. Прямые линии обводить просто. Ставим точку в начале, зажимаем Shift и ставим вторую точку в конце линии. Таким образом, прямая линия рисуется автоматически. Остальную часть также выделяем. Советую использовать кисть размером на пару пикселей больше, чем линии водяного знака. Когда мы обрисовали кистью весь водяной знак, необходимо отключить видимость верхнего слоя, переключиться на нижний слой с фотографией, зажать клавишу Ctrl или Command и нажать на миниатюру верхнего слоя, чтобы выполнить обводку водяного знака. Переходим во вкладку редактирования «Заливка с учетом содержимого». Дожидаемся, когда в окне предпросмотра исчезнет водяной знак и жмем ОК. Чтобы убрать выделение, нажимаем на комбинацию Ctrl или Command плюс D. У нас также появится новый слой. Выбираем его и с зажатой клавишей Ctrl или Command выбираем нижний слой с фотографией и нажимаем на комбинацию клавиш Ctrl или Command плюс E для их объединения. Как видим, все прошло идеально. За исключением небольшого момента с областью глаза. Но это достаточно просто исправить с помощью инструментов точечная восстанавливающая кисть и восстанавливающая кисть. Для второго способа нам понадобится создать дубликат слоя с помощью комбинации клавиш Ctrl или Command плюс J. В этом способе мы будем использовать только базовые инструменты – точечная восстанавливающая кисть и восстанавливающая кисть. Выбираем инструмент точечная восстанавливающая кисть и так же как с кистью обводим полностью весь водяной знак. Прямые линии можно обводить по тому же принципу. Ставим точку в начале, зажимаем Shift и ставим вторую точку в конце линии. По надписи также пройдемся инструментом точечная восстанавливающая кисть. Минус способа в данном случае заключается в том, что этот инструмент оставляет после себя неаккуратные следы, которые легко исправить с помощью инструмента восстанавливающая кисть.
Как видите, сложного в этом ничего нет. Выбирать более подходящий способ следует исходя из типа фотографии и водяного знака. Но оба эти способа являются самыми простыми для удаления водяных знаков. Надеюсь, этот урок был полезен для вас, а ваша подписка и лайк будет лучшей наградой за проделанную работу. Спасибо за просмотр. Впереди еще много интересного.